Привет, друзья! Сегодня поработаем с благородным куском дерева. В моем случае это будет дуб. Он с одной стороны уже откалиброван, с другой стороны имеет такую поверхность неровную. Размер же этого куска 350 на 360 мм. И, конечно, этому куску необходимо придать идеальную поверхность. Так как у меня это не влезет уже в рейсмус, у меня рейсмус 320 мм максимальная ширина, я буду использовать барабано-шлифовальный станок. Как я уже и говорил, одна сторона откалибрована, калибруем другую сторону. Ну а что такое барабано-шлифовальный аппарат? Это станок, у которого имеется рабочий подающий стол, вал, на котором закреплена наждачная бумага, за счет которого происходит само выравнивание. Все это закреплено в жесткой конструкции, и благодаря этому съем материала происходит равномерно. Конечно, процесс происходит гораздо медленнее, чем в рейсмусе, но зато можно обрабатывать более широкие заготовки. На выходе мы получаем вот такую откалиброванную доску, толщина же ее получилась 15 мм. И наша заготовка готова к дальнейшей обработке. А хочу изготовить оригинальное изделие, которое можно поставить на массовый поток. А я тем временем нашу заготовку уже установил в ЧПУ станок. У меня фрезерный ЧПУ Watson A16090. Отличный аппарат, который выручает меня постоянно. На данный момент я включил программу обрезания по контуру. На самом деле я поспешил и задал не ту программу. И после первого прохода я программу остановил. Но, как окажется в дальнейшем, моя спешка сыграла мне на руку, так как я далее установил конусную фрезу, в простонародье морковка, и по программе необходимо было сделать сквозные отверстия диаметром 4 мм. И после того, как программа была запущена, и только тогда я понял, что испортится поверхность жертвенного стола. Мне пришлось остановить программу, снять заготовку и дополнительно положить ДСП. Но на нашей заготовке уже были отверстия, и мне необходимо было, чтобы дальнейшая обработка была согласно заданной траектории, так как я программу запускал заново. И благодаря первому незапланированному запуску я смог выставить все идеально ровно, и наша обработка пошла согласно плану. Ну и после программы сверления отверстий задал программу обрезания по контуру. Когда создавал программу обрезания по контуру, учел, что дуб сухой и колкий, и в программе добавил 5 мостиков, которые поддерживают заготовку при прорезании материала насквозь. Мостики я делал не слишком большие, длина у них была 5 мм, высота 2 мм. Ну и как показал процесс обрезки, этого было достаточно. Ну а так вот выглядят, собственно, сами мостики. Кто-то их аккуратненько срезает, ну а я предельно аккуратно обламываю, учитывая, чтобы не повредить заготовку. И оставшиеся части мостиков необходимо удалить. Делаем при помощи орбитальной шлифовальной машины. Сделать можно быстро и аккуратно. Дальше необходимо будет закруглить кромку. Делать будем при помощи фрезера на самодельном столике. Рабочий столик делал в одном из своих роликов. Конструкция получилась весьма удачная и удобная. Пользуюсь ей постоянно. Даже при наличии фрезерного станка. На самодельном мне делать быстрее и удобнее. На выходе получаем готовую обработанную заготовку, которую в дальнейшем я хочу покрыть маслом. Использую льняное тонирующее масло, цвет белый. Масло необходимо нанести тонким слоем на дерево. Масло необходимо втирать по направлению волокон. Для нанесения можно использовать безворсовую ткань, кисть или аппликатор. Мы же делаем при помощи ткани. Использованную ткань необходимо будет утилизировать, желательно в металлическую емкость, так как пропитанная ткань может самопроизвольно загореться. Не знаю почему, но так указано черным по белому на банке от производителя. Я, конечно, не знаю, почему она может загореться, а если вы знаете, обязательно пишите в комментарии. Но я немножко отвлекся и не сказал, что после нанесения первого слоя масла выжидаем немножко времени и чистой ветошью все вытираем. А если хотим более темного цвета, то после высыхания через 3 часа наносим повторно. Но нам же необходимо оставить более естественный цвет, только немножечко беленым. И после нанесения первого слоя на выходе мы получаем то, что мы хотели. Но нам необходимо сделать еще одно углубление. Вы спросите, почему не сделал это сразу? Отвечаю. Мы заказали часовой механизм и необходимо было знать четкие его размеры, чтобы в программе задать программу на углубление. Да, часовые механизмы, они стандартные, 55 на 55 мм, но в нашем случае было еще и ушко для навешивания на стену. Поэтому и пришлось сделать углубление в виде домика. Когда углубление было готово, проверили, как становится механизм, и заготовку можно вытаскивать.
Далее беремся за процесс, который, как мне показалось, был самым сложным, а именно вставить шпагат в отверстие по кругу. Казалось бы, что тут такого сложного, но для меня этот процесс оказался очень нудным. А еще когда снимаешь на камеру. Но в процессе я немножко приноровился и делал в прямом смысле на коленках. И процесс пошел гораздо быстрее. А еще же нужно сделать хорошо и красиво. И как показала практика, нужно делать так, чтобы нравилось самому, а значит понравится и другим. После завершения окантовки необходимо было сделать цифры. Цифры делались гораздо быстрее, хотя на каждой цифре необходимо было завязывать узел. Но у меня тем временем процесс изготовления цифр подходит к концу. И хотел сказать небольшой лайфхак. Как проще небольшие отверстия вставлять в хлопчатобумажный шпагат. Для этого я край шпагата обматывал скотчем. И тогда шпагат можно спокойно протаскивать в отверстие. Наши цифры готовы и необходимо сделать так, чтобы они в дальнейшем не развязались. Для этого буду использовать суперклей и каждый узелочек буду прокапывать. После высыхания клея все кончики шпагата обрезаю. Ну а теперь необходимо установить сам часовой механизм. На механизме установлена фиксирующая гайка и шайба. Гайку зафиксировал и необходимо установить стрелки. Стрелки для нашего проекта подбирал максимально длинные, так как диаметр часов получился 330 мм. Последний штрих, устанавливаем батарейку, и наши часики пошли. Друзья, ну у нас с вами получились по итогу вот такие вот оригинальные часы, которые мне очень понравились. Реально делается очень просто, и на ЧПУ станке можно сделать прям, поставить на поток и продавать. Так что пишите ваше мнение, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Вот такой кусок дуба. Сегодня мы с вами сделаем не просто очередной проект на ЧПУ. Это у нас будет готовое изделие, но и также макет для следующих работ. Так что давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Сейчас будем черновую обработку делать. Задал программу и поехали. Как видим, черновую обработку сделал. Сейчас ставим морковку, фрезу, и будем делать уже чистовую обработку. Итак, друзья, имеем вот такую вот с вами красоту. Детализация, конечно, просто сказка. Смотрите, звездочки, все. Причем это не самая маленькая фреза у меня. Есть еще меньше, была бы еще четче. Сейчас возьмем с вами тунговое масло и покроем. Наносить буду при помощи ветоши. Наносить буду несколько слоев, чтобы она хорошо пропиталась и полимеризовалась. Скажите четко. Друзья, за кадром сделал опалубку по сантиметру с каждой стороны, больше, чем наше изделие. Опалубка простая, это у меня плитка, использовал скотч, также у меня ламинат используется и также скотч. Все это посажено на вот такой, на термопистолет, все это сидит. Нанес герметика.
чтобы нашу заготовку плотно прижать и чтобы под нее потом ничего не подтекло. На тыльную сторону нанес разделитель. Сейчас мы нашу заготовочку будем аккуратненько укладывать на ее место. И оставим, чтобы наш герметик застыл. Теперь покрываю разделителем. Ну а дальше будем работать с силиконом. Это вот для молдов. Так, в комплекте был катализатор. И теперь на маленьких оборотах буду при помощи шуруповерта перемешивать. Ну и начну потихоньку выливать. Смотрите-ка. Слушайте, ну шикарно. Все получилось, несмотря на то, что я боялся. Теперь осталось попробовать сделать заливочку. Приехал гипс, у меня он скульптурный, профессиональный. Теперь будем разводить в соотношении 1 часть воды, 2 части гипса. И оставляем нашу заготовку теперь на 2 часа. Попробуем вытащим нашу заготовку. Смотрите, как она шикарно вытаскивается. Красота, ребят. Решил немножко попробовать перламутровой краской акриловой покрыть. Она, может, особо не видно будет, но как раз вот перламутр будет переливаться. Получается, сейчас это вот так вот выглядит. То есть у нас такие переливчики есть. На камеру это не передается. Ну а я же сделал не одну штучку, а сделал несколько. Следующим мы попробуем эмалью универсальную металликом покрасить. Третий вариант. Сейчас покроем в черный цвет. И также решено было скрыть лаком акриловым. Друзья, ну по итогу из куска дуба мы сделали с вами вот такой вот макет. То есть это готовое изделие, и получился у нас по нему макет. Это ангел-хранитель с детьми. Вот, выглядит шикарно. По нему мы уже сделали силиконовый молд многоразовый. И из многоразового молда уже отлили 3 ангела-хранителя с детьми. То есть получилась шикарная работа. На самом деле мне очень понравилось. Какая вам из этих 3 больше нравится? Мне почему-то больше к сердцу вот черный с золотой патиной. Не знаю почему, но вот мне кажется, что это больше как-то смотрится. Вы же напишите в комментариях, какая вам больше понравилась. И понравился ли данный ролик вообще. Если был ролик интересен и полезен, обязательно ставьте палец вверх, пишите ваше мнение.